Привет! Всем привет! Мы рады всех приветствовать у нас на канале из города на дачу и уверены, что это видео будет для вас тоже интересным. Да, покажем вам наш огород, или вернее то, что от него осталось после этой сильной жары. Честно сказать, это боль нашего сердца в этом году. Но мы не расстраиваемся, правда? Да, потому что у нас еще появились козочки, которые день ото дня нас радуют и дают все больше и больше молочка. Поэтому хотим пригласить вас на прогулку с нами, с козочками, здесь в балку, которая находится у нас за двором. И мы не только прогуляемся, но еще и наведем там порядок. Да, я уже приготовил такой большой мешок, так что сюда будем слаживать разный мусор, бутылки, кульки и так далее. Ну и наконец-то мы постараемся отделать, хотел сказать обделать, да, отделаем эту стену и наконец-то сделаем ее красивой. Это стена, которую мы уже утеплили, показывали в том видео. Да? Да, да. Надеемся, что вы тоже ждете и в готовом варианте, поэтому в этом видео мы обязательно покажем. Так что всем приятного просмотра, оставайтесь с нами, а мы погнали работать. Пойдем. Да. Тамара, ты тоже здесь? Хорошие козочки. Борушка, борушка. Собьют. Такой спуск тут у нас, да? Крутой в балку. Да. Козочкам нравится такое. Да. Прыгать Они у нас горные. по склонам, буграм. Вроде бы балка у нас более-менее, но всяких кульков и бутылок очень много. Мы боимся, чтобы наши козы их не поели. А то молоко будет пластификаторами. Здесь и стекло есть, и алюминий, все подряд. Да? И только не будет. Все полезное кушать. Чего-то только нет. И старые поломанные ведра, или это даже вазон для цветов, и бутылки, банки, склянки, все что хочешь. А вот еще, гляньте, напоминаю сцену из одного известного фильма, да? Чей туфля? Мое. Спасибо. Хорошо с козочками на прогулке, и особенно в посадке. Здесь свежо, красиво, уходить не хочется, но уже нужно уходить. Рома сейчас допасет козочек, а я поспешу домой, чтобы убрать в котлятнике и еще некоторые огородные дела успеть сделать. Так что встретимся с вами там на огороде. А пока сейчас раннее утро, я хочу немножко управиться на ежевике, собрать ягодки, которые надала, первый урожай у нас там будет, и управиться еще на помидорах хочу. Так что нужно быстренько сейчас все сделать. Знаете, раньше, чтобы собрать ягоду, приходилось стоять вот так вот на корячках. Но теперь мне так стоять не придется, потому что у меня появился вот такой вот супер стульчик. Это скамейка-перевертыш. Можно на ней сидеть.
Вот так вот. Ой, хорошо. И собирать ягодки. Попробуем нашу ежевику. Вкусная. И почему еще называют ее перевертыш? Сейчас покажу. Вот так переворачиваем и получаем очень удобный и мягкий подколенник. Все, и здесь можно легко, удобно, не выпачкивая штаники, коленки, собирать ягодки. Очень удобная вещь. Садовая скамейка перевертыш Helix не боится осадков и ее легко мыть. Изготовлена из прочного и качественного пластика и несмотря на то, что скамейка легкая, выдерживает до 140 кг. А благодаря мягкой подложке с обратной стороны работать на коленках очень комфортно. Плюс еще дополнительно органайзер. Это очень классная штучка. И сейчас она мне поможет собирать ягодку. Ой, как хорошо. Теперь можно не только кустик, а целую плантацию собирать, перебирать. Кстати, у нас скоро будем выбирать картошку. Стульчик нам пригодится. Ежевика вкусная. Мне оставалось еще немного времени, я решила взрыхлить землю в помидорах и, конечно же, воспользовалась такой скамейкой. С нею было работать намного проще, легко и комфортно. Так, тут нужно травку вырвать. Вот так. Ой, как удобно, а? Супер. Так, я немного здесь управилась. Сейчас пойду, мне нужно управиться с другими делами. Сложу свой инвентарь. Смотрите, как удобно. Все упорядочено, ничего не потеряется, как для него и делали. Все, упаковала. Пойду. Класс. Супер помощник. Приобретая скамейку перевертыш, вы получаете, во-первых, очень удобную скамейку, во-вторых, переворачиваем и вот такой вот удобный мягкий подколенник, а также в-третьих, здесь имеется, кстати, она очень классно вытирается, легко вытирается, и в-третьих, это удобный органайзер. Поклали сюда маленькую тяпочку, секатор, водички, перчатки, все удобно. И даже телефон. Вдруг кто-то вам позвонит, когда вы управляетесь в саду или в огороде. Все удобно, закрыто и спрятано от солнца и от дождя. Так что, если вас тоже заинтересовала такая интересная скамейка перевертыш, ссылочку на нее мы оставим в описании под нашим видео. И, кстати, она, я думаю, будет хорошим подарком для ваших близких или родственников, дачников, огородников. И, думаю, для них это будет очень полезный подарок и сюрприз. Насобирал целый мешок бутылок и всяких пакетов. Ну, честно сказать, тут, наверное, будет и целого самосвала мало. Потому что мусора много. Не знаю, сколько лет тут его набрасывали. Наверное, лет 50. Или сколько лет появились пластиковые бутылки. Ну, 20, да. Поэтому будем понемногу собирать, выносить на такой цивильный мусорник. И, может быть, немножко приберем. И козочкам будет безопаснее, и нам тоже. Так, Миша, все, домой пойдем. Все, покушали, напаслись. Можно и домой идти. Заниматься ремонтом стены. Очень хочется сделать красиво. Пойдем, пойдем. Вам еще доиться пора. К приходу Ромы с козочками я спешу убрать. В сарае убираем 2 раза в день. И вы советовали делать подстилку из сена. Но сено только вот мы нашли, где заказали. И, скажем так, оно на подходе. Все успела я прибрать к приходу Ромы с козочками. Они уже на месте. Все тут у них чисто, сухо, водичка набрана. И, кстати, сено мы уже успели заказать. Будет у нас сено, ура! Так что козочки заживут счастливой жизнью здесь зимой. Вот. Все, отдыхайте. И мы пошли отдыхать.
А животы набили. Немножко отдохнули, а теперь можно перейти к нашей утепленной стене. Крепил я пеноплекс на клей-пену, но спасибо, что вы написали в комментариях, что для надежности важно еще закрепить его такими зонтиками. Я тоже взял эти зонтики, 50 штук. Длина 10 сантиметров, пеноплекс у нас 5, и может быть там зазор, где клей-пена еще сантиметр. Так что 4 сантиметра будет погружаться в кирпич. Думаю, этого будет достаточно и будет хорошо и крепко держаться. Сверлить стену буду своей старенькой ударной дрелью. Она еще хорошо работает, еще надежная. Вот. И намотаю на само сверло изоленты на длину зонтика, может быть немножко больше, чтобы не просверлить стену насквозь и не попасть в дом, не сделать сквозную дырку. Вот так примерно. И я уже точно буду знать, сколько мне сверлить. Сантиметров 11. Вначале буду сверлить на стыках, чтобы захватить все 4 плиты, а потом еще, наверное, посередине. Ну, теперь вставляем зонтики в проделанные отверстия. Ну и наконец забиваем такую сердцевинку в сам зонтик. Теперь будет держаться как на дюбеле. Сейчас летом работы очень много, поэтому хочется приготовить что-то вкусное, но быстро и много. Очень выручают такие блюда, как мясо с овощами. Готовлю я их на электрогриле. Сначала нарезаю крупно овощи, потом выкладываю мясное. В этот раз у меня были такие мясные спинки от домашних куриц, которые остались у нас после тушенки, которую мы готовили в прошлый раз. Далее все посыпаю специями, солю, перчу. И потом заворачиваю все это в пергаментную бумагу очень плотно и выкладываю на электрогриль. Все это закладываю в электрогриль, выставляю нужную температуру, время, и по итогу получаем очень вкусное и сочное блюдо. Так, вот наши панели АМК. Наверное, красивые. Сейчас посмотрим, как они в реальности выглядят. Опа! Красивый, да? Красота, да. Здесь, кстати, еще защитная пленка. Мы ее уже снимем в конце работы. Очень классно. Клеить панели мы будем на белый водостойкий плиточный клей. Вот здесь мы его спрятали. Взяли, наверное, мешков 8-9. Да, так что сейчас будем применять. Пеноплекс у нас гладкий, поэтому, чтобы он был шершавый, мы будем использовать вот такую пилу. Это делать очень просто, очень быстро. Проводим по вертикали, а потом по горизонтали. И так всю плиту.
Поверхность уже шершавая, но для большей надежности пройду сейчас поверхности грунтовкой глубокого проникновения. Это фонтанчик. Натянул вот такие веревки, они будут служить нам в качестве разметки, чтобы хотя бы более-менее ровненько положить наши панели. Потому что стена кривая, здесь сантиметров 5, а с той стороны, наверное, все сантиметров 25 перепады идут. Ну, как получится, будем стараться, чтобы красиво получилось. Одно из главных преимуществ покрытий АМК – это быстрый и легкий монтаж, и большинство монтирует его самостоятельно. Мы же с Романом решили проверить это, поэтому вооружились всем необходимым и приступили к работам. В инструкции настоятельно рекомендуют использовать белый клей, а не серый. Мы воспользовались памяткой по клею на сайте АМК и легко подобрали нужный. Так, спереживательно самую первую плиточку всегда волнительно. Нанесем сейчас слой шпаклевки этого клея, а потом будем разравнивать шпателем зубчатым. Ну а теперь накладываем первый лист. Это очень волнительное и ответственное задание. Теперь нужно хорошо придавить эту плиточку, чтобы она не отвалилась у нас никогда в жизни. Ну хотя бы, чтобы лет 20 простояла. Потом, может, что-нибудь новое придумаем. Угу. Так, хорошо. Сейчас все попридавливаю. Олянь еще вылазит, да? Угу. Клей закончился, Рома продолжает наводить новый замес и продолжаем дальше клеить. АМК – это акрил мраморная крошка, где мраморная крошка – это основа материала, а акрил служит связующим компонентом. Благодаря такому сочетанию покрытие АМК выглядит как настоящая каменная кладка. А для получения такой многообразной палитры цветов используются специальные пигменты, которые придают материалу не только природные оттенки, но и надолго сохраняют цвет от выгорания и непогоды. А еще такой отделочный материал можно использовать как на фасад здания, так и во внутренней отделке. Кто-то нам написал, что стоимость такого покрытия как стоимость крыла от самолета. На самом же деле у АМК очень доступные цены. И когда мы завершим все отделочные работы, я обязательно на нашем телеграм-канале опишу стоимость всех материалов. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Хотя это еще не законченный вариант, но нам с Ромой уже очень-очень нравится. И вот уже на следующий день мы уже с новыми силами, отдохнувшие, приступаем к следующему этапу работ. Ром, расскажи нашим зрителям, что ты сейчас делаешь. Что я делаю? Я сейчас затираю швы между этими плиточками, между кирпичиками. Так оно вроде бы красиво, но все равно видно, да, что проступает сеточка. Поэтому сейчас мы все затрем. Не переживайте, грязи это не будет, потому что сверху на кирпичиках такая пленочка. Мы потом будем срывать, и будет все чисто и красиво. Да. Чтобы работы прошли отлично и мы ничего не испортили, мы подробно ознакомились с инструкцией на сайте АМК, а также посмотрели несколько видео на основном YouTube-канале АМК «Декоративные покрытия». А для специалистов, кто хочет углубиться в нюансы монтажа АМК и других вопросов стройки и отделки, есть отдельный канал «Держу уровень». Все ссылочки мы оставим в описании под видео. Пока Рома наводит
раствор. У меня тут небольшой перекус. Мороженое вкусное, прохладное, в такую жару самое оно. Рома уже кушал, теперь моя очередь. А то сейчас напишут зрители нам: Рома работает, а Вика кушает. Стараемся совмещать полезное с приятным. Так, а сейчас приглашаю вас с собой нарезать сочных шелковичных веточек. У нас здесь несколько шелковиц. Так сильно они ягодок не дают. Мы их поспиливали, и они дали молодые сочные веточки. Поэтому я хочу их срезать, связать в пучок, как вы советовали в своих комментариях, и отправить в сарай, чтобы они высушились, и на зиму будет нашим козочкам еда. Итак, сколько достала, нарезала веточек. Такие молоденькие, сочные. Вот дерево, которое спилили, дало вот такие сочные веточки с листиками. А дерево, которое мы еще, как говорится, руки не дошли до дерева, то оно вот стоит, и такие не сильно сочные веточки, листики такие через один. Ну, плюс у нас жара, поэтому деревья стоят сейчас тоже не очень. А вот это молоденькие, я думаю, в самый раз будут в зиму нашим козочкам. Приготовила здесь веревку и сейчас буду скручивать. Если честно, никогда таким не занималась. Делаю это впервые. Сушу для кого-то листики. Ну, думаю, что делаю все правильно. Оп. Так, веничек. Вот такой веник получился. Все, вот такие пучки у меня получились. Вот. О, сейчас отнесу их в сарай, пусть они там висят и высыхают. Вот такие заготовочки для козочек. Ох. Ну, а здесь старенький сарай, и с той стороны сарай для курочек, и вот с той стороне козочки. Ну, возможно, со временем мы его уберем, построим на этом месте новый или на другом. Не знаем, это время покажет. А пока что есть, тем пользуемся. Здесь уже, видите, висят у нас некоторые заготовки. Это Роман заготавливал. И с другой стороны висят заготовки. И я повешу здесь свою лепту внесу. Так, как бы тут и вешать не на что. Ну, таким образом. Повесим. Все, пошло дальше управляться. А еще мы обещали показать вам наш огород, тот, который на поле. Или вернее, то, что от него осталось после жары. То, насколько жарко в этом году, видно вот здесь, по нашему саду. Помните, я косил, наверное, больше месяца назад траву. Смотрите, все сухо, ни одна травинка не вылезла новая. Потому что жара была плюс 40, плюс 39 каждый день. Персик, ты ко мне вышел? Красавчик. И Веснушка. Оба!
зеленая травка появилась лишь только на вот этом пятачке, потому что здесь лежат у нас трубы для полива, и где оно соединяется, бывает немножко капает. Здесь мокрело, и поэтому зеленая травка появилась. Сочная, для козочек будет хорошо, но остальное, как видите, все сухо. Ну а сейчас пойдем копнем картошки и посмотрим, какой урожай в этом году. Есть ли картошка вообще. В том году с рядочка мы собирали чуть больше ведра. Сейчас тоже рядок прокопаю и посмотрим, сколько в этом году получится. Такс. Вот, смотрите, вот это урожай картошки. Такое чувство, что кто-то уже выкапывал. Да, вот такая картошечка. Это просто ужас. Смотрите, на ладошке 6 штук помещается легко. Так, целый ряд я выкопал. И смотрите, сколько картошки. Кажется, мы садили больше, чем выкапываем. Мы уже с Викой так думали, может ее бросить и не копать уже, не тратить силы, а купить 2-3 ведра и хватит. Потому что ну толку. Не, ну на покушать хватит, да? А там дальше, видите, стоит наша сочная кукуруза. Пойдемте покажу ее. Так, вот она, бедная, засохла. Кстати, мы, наверное, месяц, а может и 1,5, каждые 2 дня ее поливали. Но поскольку такая жара, она просто сгорала. И все, поливали на ночь, думали, чтобы она немножко напиталась, но ничего не получилось. Правда говоря, мы съели, наверное, качанчиков 5 или 7. Племянник приезжал, мы с ним варили, было очень вкусненькая, правда, небольшая такая кукуруза. Остальную всю склевали птицы или она просто засохла. Кстати, если вы знаете, то напишите в комментариях, будут ли кушать такую сухую кукурузу козы зимой. Сейчас они так проходят, немножко укусят, ну, не фонтан для них, это больше листья зеленые. Мы думаем, или выкидывать, или отдавать нашим коровницам, или себе оставить. Будем ждать вашего мнения, ваших комментариев. А здесь дальше за кукурузой у нас растут тыквы, бахча, арбузы и дыньки. Сейчас тоже покажу, но с ними ситуация немножко лучше. Это тыквы, называются у нас гитары. Много здесь пустоцвета, но на каждом кустике, на каждой веточке всего по одному плоду все-таки сохранилось. Вот этот еще маленький, эти уже побольше. Ну и так он у нас, наверное, кустов 16 здесь есть. Получится, может быть, штук 30 тыкв. А здесь у нас растут дыньки. Ну такие несколько уже, больше ладошки выросли. Думаем, полакомимся. Персик тоже ждет дыню. А здесь у нас уже почти соспела. Желтая. Сейчас ближе покажу вам. Вот она, смотрите. Ну тоже такая небольшая. Да, но для домашней дыни, думаю, вполне сойдет. Задувает ветер, поэтому я задом иду. Здесь у нас небольшая плантация с арбузами, с бахчой. Их много, но они такие небольшие. Некоторые с ладошку, остальные вообще маленькие. Такие с яблочко или даже еще поменьше. А на одном кусту вообще, наверное, штук 15-20. Пойдем покажу. Есть совсем маленькие. И на каждой ветке 2-3 штуки висит. И обрывать жалко. И не знаем, вызреет или нет. Короче, будем поливать, а там посмотрим, как будет. Дальше у нас здесь участок с малиной. Когда-то был, в том году мы даже малину собирали. В этом году решили оставить здесь траву, потому что сильно жарко, чтобы она вся не высохла. Вот видите, вырос вишняк, выросла трава, а малина так маленькая осталась. Ну, будем надеяться, что она не до конца высохнет. За зиму наберет силы за осень, и на следующий год, может быть, что-то и будет. Ну и, конечно же, клубника. Это, наверное, самая большая боль нашего сердца.
Гляньте, она вся высохла. Некоторые листики еще зелененькие остались, вернее полузелененькие. Попробуем позаливать ее несколько раз, может быть реанимируем. Так что видите, вот такой огород у нас в этом году. Огород, который в поле, я имею в виду. Не очень у нас сложилось, хотя мы тратили в день по 2-3 часа на полив. Но ничего, там во дворе немного лучше. А здесь у нас посажено несколько рядков огурцов. И вы знаете, мы так расстроились, уже у всех есть огурцы, и у соседей, и у родственников, а у нас одни пустоцветы. И вот только недавно, совсем недавно, у нас появились вот такие вот маленькие огурчики, похожие на корнишоны. Ну и так мы совсем уже как бы разуверились, что у нас будут огурцы, то там кое-где уже росли по одному, по два огурчика, но мы про них не знали, и вот такими они у нас получились. Вот здесь он, такой уже желтый пан огурец. Смотрите, какой здоровый. Кстати, мой двоюродный дедушка очень любил такие кушать. Свежие нет, чем молодые, а вот такие обожал. Ну а здесь во дворе у нас небольшой огородик. Здесь больше всего присутствует помидоров. Есть такие розовые, большие, гигант. Мы, кстати, некоторые уже срывали, кушали на салатик. Есть желтые. Есть такой сорт, они всегда зеленые. Зеленые с таким оранжевым отливом. Так что более-менее хотя бы здесь. Так что мы не будем расстраиваться, будем радоваться тому, что получилось. Но на следующий год сажать будем меньше, это явно. А по просьбе моих зрительниц-хозяюшек ставлю вот такие мотивационные кадры по уборке в доме. Летом мы активно пользуемся вот такими липкими лентами от мух. И они у нас висят буквально в каждой комнате. Сейчас я стараюсь их поменять. И как видно, одна лента висит очень близко к лампе и остались следы. Убирать эти липкие следы я буду влажной антибактериальной салфеткой, плюс капну немного моющего средства для посуды. Тогда эти липкие следы убираются намного проще. Что тут происходит? Что тут? Ты что завалил, Веснушку? Что это такое за игры? Весь дом вверх дном, да? Многие из наших зрителей пишут, что наши котики это целая котобанда, и я с вами вполне согласна. Особенно если посмотреть, что они сделали с лоскутным покрывалом, которое я шила на уголок. Его, конечно, жалко, я уже заказала новое покрывало на этот уголок, котики уже подросли, а это лоскутное покрывало я сниму, постираю и потом позже реставрирую и применю его куда-то в другое место. А желтые гранулы, которые сейчас убираю пылесосом, это средство от мух с феромоном для привлечения мух. Вначале оно нам хорошо помогло, но сейчас оно уже по ходу не действует, и я просто уберу его остатки. Далее я вытираю пыль со всех поверхностей с помощью антибактериальных влажных салфеток. Я покупаю большую упаковку. Если честно, раньше я ими не пользовалась. Для меня это казалось лишняя трата денег, средств. На квартире я всегда пользовалась обычными тряпочками, но здесь у меня нет ванной комнаты, нет кладовки, поэтому хранить такие тряпки в принципе негде. А такие влажные антибактериальные салфетки очень хорошо сейчас меня выручают. Несмотря на то, что мы живем с Ромой вдвоем, стирка у нас проводится каждый день, потому что сейчас летом проводится очень много грязных работ, поэтому приходится менять одежду, менять постельное белье. И, кстати, по постельному белью и одежде у нас здесь на даче раньше все свозилось, все, что не нужно дома. Но здесь на даче все снашивается намного быстрее. Но здесь я переодеваюсь в рабочую одежду и спешу к Роме, чтобы ему помочь, ведь нас ждет заключительный этап по завершению отделочных работ.
Вот наступил долгожданный момент. Прошло 4 дня, и сейчас мы приступим и будем снимать защитную пленку. Наконец-то. Да. Очень важно выждать 4 дня, потому что мы, скажем честно, мы подождали сутки и попробовали один кирпичик отодрать. И не получился. Маленько испортили. Мы думали, зачем ждать 4 дня? Оно вроде бы сверху все высохло, но изнутри все равно сохранялась влага. Поэтому 4 дня это очень важно. Да, по инструкции это очень важно. Так, еще у нас пакетик. Вот пакетиком вооружились тоже, потому что, чтобы вот эти вот защитные пленочки не валялись по всему двору и ветром не разносились. Да, будем смачивать таким опрыскивателем, чтобы пленочка легче снималась. Интересно и немножко переживательно. Давай вначале попробуем, а потом уже разделимся, кто снизу, кто сверху Давай. будет снимать. Давай. Так, интересно. Так. О, Совсем другое дело, да? красиво. А ну давай еще одну, следующую. О, ну оно высохло, действительно, супер. Итак, теперь нужно будет каждую отколупывать пленочку и снимать. Раз. Я тоже так хочу. Ну давай, иди пробуй. А то я сейчас все так буду делать сам. Ой, я так волнуюсь. Ух ты. Супер. Красота. Теперь у нас будет красивенький домик. Ну что, меньше слов, больше дел. Мы включаем таймлапс, погнали работать, а вы наслаждайтесь процессом. Класс, мне так нравится. Как в Тетрис вроде играешь. Такой азарт какой-то, да? Ага, дрр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 рrr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 
going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to. Рома, мы сделали это. Да, Давай почти 5. вся стена. Один кирпичик пропустили. А, ничего. Ну как вам? Мне кажется, очень красиво получилось. Да? Супер, супер, какая Отлично. красота. Если еще будет держаться долго, мы вообще будем в восторге. Ну, на такое, что его тут зубами не грызешь. Но самое главное, нужно выдержать и все сделать по инструкции. Это самое главное в этом деле. Ну и несложное. Мы как бы приловчились поначалу, да. У нас все получилось. Если вы тоже хотите приобрести такие декоративные панели АМК, то ссылочку мы оставим в описании под этим видео. Здесь, конечно, еще очень много недоделок. Нужно будет спрятать кабель в кабель-канал, такой белый мы предусмотрели, сделать фундамент, эти колонны, ну и скоро будем переходить уже к следующим стенам. Снимем эту побелку, которая осталась, и думаем, тоже будет очень красиво. Так что смотрите следующие наши выпуски. Ну а чтобы нас не потерять, переходите и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылку мы оставляем в описании под видео. А на этом мы будем прощаться с вами. До новых встреч. Пока-пока. До свидания всем!
Посмотрите, какая красота у нас получилась. Хотя это черновой вариант, но... А что черновой вариант, да? Ну, черновой же. Как лучше? Что сказать? Ничего, заново.